Привет, друзья! Вы на канале Heart Inside You, месте, где раскрываются удивительные истории, редкие факты и необычные судьбы. Суровый взгляд, медлительные шаги, спокойное достоинство. В нем воплотился настоящий английский характер, решительный, упрямый и верный. Он прошел путь от жестоких арен до семейных диванов, от национального символа Британии до любимца миллионов людей по всему миру. Без него современный мир собак выглядел бы совсем иначе. Его имя — английский бульдог. История происхождения. Первые свидетельства о собаках, которые стали предками английского бульдога, появляются в Англии в XVI веке. Изначально бульдоги разводились для травли быков, жестокого развлечения, популярного в Англии в Средневековье. Для этого требовались собаки с мощным телосложением, сильной челюстью и бесстрашным характером. Отсюда и происходит название бульдог, буквально «бычья собака». К XVII-XVIII векам сформировался тип староанглийского бульдога – крепкая, мускулистая собака, обладающая выносливостью и смелостью, идеально подходящая для боя с быками. В 1835 году английский парламент запретил травлю быков. Это событие стало критическим для породы. Бульдоги потеряли свою основную функцию, что привело к угрозе исчезновения породы. С началом запрета заводчики стали селекционировать собак для спокойного характера и красивого внешнего вида, чтобы сохранить породу как компаньона. Считается, что современный английский бульдог ведет свое происхождение от пары собак Крипа и Розы, живших в 1817 году. Они стали родоначальниками линий, из которых произошли все современные английские бульдоги. Внешность и характер породы. Английский бульдог – компактная, но очень крепкая собака. В холке они достигают до 40 сантиметров, а вес обычно до 25 килограммов. Продолжительность жизни этих собак в среднем 8-10 лет. Иногда встречаются настоящие рекордсмены, дожившие до 16 лет. Несмотря на небольшой рост, бульдоги обладают удивительной силой и выносливостью. Обычно рождается по 4-6 щенков. Из-за особенностей строения таза и крупной головы малышей часто требуется кесарево сечение. Окрас у бульдогов может быть разным – рыжий, белый, тигровый, полевый, красно-белый, а иногда встречаются и сочетания нескольких цветов. В процессе развития породы собака превратилась из бойцовой в декоративную, что было достигнуто за счет изменения характерных признаков исходной породы – увеличение головы, укорочение морды, корпуса и лап, расширение их постава, увеличение кожных складок. В связи с этим возникли определенные сложности здоровья. Из-за плоской морды бульдоги быстро устают и издают храп. Складки на коже требуют ухода, иначе появляются раздражения и инфекции. А их мощное тело и короткие лапы делают суставы уязвимыми к артриту и другим болезням. Хотя бульдоги немного неповоротливы и не отличаются скоростью, это только добавляет им очарования. Их медлительность порой приводит к комичным ситуациям. Они с трудом поднимаются по лестнице или лениво разворачиваются на ковре, но при этом каждый шаг выглядит величественно и важно. С детьми английские бульдоги проявляют терпение и заботу. Они редко проявляют агрессию и практически никогда не пугают малышей. Несмотря на внешнюю лень и добродушие, бульдоги внимательны к обстановке. Они не шумные сторожа, но замечают малейшие изменения вокруг. При этом они скорее используют свое присутствие и уверенность, чем агрессию. Благодаря своему спокойному и уравновешенному характеру бульдоги становятся отличными собаками-компаньонами для ветеранов и людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства. У бульдогов очень выразительная мимика, иногда кажется, будто собака нарочно строит обиженное или самодовольное лицо. Это необычное умение выражать эмоции делает их любимцами в соцсетях и рекламе. И, наконец, бульдоги – это порода с настоящим чувством собственного достоинства. Они знают, чего хотят, и умеют это показать без лишней суеты. Они медлительные, основательные и неторопливые, но именно это делает их такими харизматичными и любимыми в семьях по всему миру. Бульдог как символ нации. В XVIII веке символом Англии стал Джон Буль,
собирательный образ сильного и уверенного в себе англичанина. В XIX веке его изображали на политических карикатурах, где он противостоял врагам Британии, например, Наполеону. Постепенно у Джона Буль обрел неизменные атрибуты – жилет в цветах британского флага, сапоги, кружка Эля и, конечно, английский бульдог. Бульдог идеально соответствовал образу Джона Буля. Крепкий, коренастый, с мощным характером, внешне суровый, но в то же время преданный и спокойный. Когда в 1865 году был утвержден первый стандарт породы, ее прямо назвали национальным достоянием Англии. Так собака окончательно стала символом старой доброй Англии и английского духа. К началу Первой мировой войны бульдог уже был самостоятельным символом Британии. В военной пропаганде его образ встречался постоянно. На плакатах бульдоги сурово вглядывались в Европу, охраняли британский флаг или, напротив, мило дремали, символизируя спокойную уверенность в своих силах. Особое воплощение характера бульдога появилось во время Второй мировой войны в фигуре Уинстона Черчилля. Карикатуристы и художники часто представляли его в виде бульдога, мощного, упрямого и готового сражаться до конца. На знаменитых плакатах «Go to Eat» и «Holding the Line» его образ укреплял дух нации. Интересно, что сам Черчилль бульдогов не держал. Его любимцем был пудель Руфус, но в глазах людей он навсегда остался живым воплощением английского бульдога. После его смерти даже закрепились новые выражения. «Живой Уинстон» — так в шутку называли особенно характерных представителей породы. Друзья, вы, наверное, заметили, что в некоторых моментах ролика мы видим иллюстрации собак. На самом деле эти рисунки созданы автором ролика. Каждая иллюстрация выполнена в векторном формате, который вы сейчас видите на экране. В портфолио автора собраны более 500 пород собак и 100 пород кошек и других животных. Эти работы используют для принтов, иллюстраций, рекламы и других проектов. Если хотите поближе познакомиться с этими работами или приобрести что-то для себя, переходите по ссылкам в описании. А если вдруг не нашли какую-либо породу, напишите в комментариях или на электронную почту автора, и мы обязательно добавим ее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем нашу историю. Впереди еще много удивительных открытий. Интересные и малоизвестные факты. Бульдогов отличает характерный храп, который возникает из-за их морды и узких дыхательных путей. Этот звук может быть довольно громким и напоминает хрюканье. Бульдоги обожают поесть и могут переедать, если не контролировать рацион. Это делает их склонными к ожирению, что может привести к дополнительным проблемам со здоровьем. Из-за их массивного тела и коротких ног бульдоги не являются хорошими пловцами. Им трудно держать голову над водой, поэтому важно быть осторожным рядом с водоемами. Английский бульдог по имени Заза выиграл конкурс «Самая уродливая собака мира» в 2018 году. Ее уникальная внешность, включая длинный свисающий язык и недокус, помогла привлечь внимание к проблемам бездомных животных. В XVIII-XIX веках бульдог стал настоящим героем британской живописи. Художники писали его портреты маслом, подчеркивая суровую внешность и спокойное достоинство. В начале XX века бульдог появляется и в кино. В немых комедиях Чарли Чаплина рядом с его героем можно увидеть бульдога, но настоящая популярность пришла к бульдогу благодаря анимации. Самые известные персонажи – Спайк из «Тома и Джерри» и Хектор из «Луни Тюнс». За 2 столетия бульдог прошел путь от живописных портретов до мультяшных героев. Его образ сохранился неизменным. Это символ силы, надежности и доброго сердца, которое всегда скрывается за суровой внешностью. В начале XX века бульдог дошел до Белого дома. У президента Хардинга в 1920-х был белый питомец по кличке Old Boy. Английский бульдог давно стал любимцем среди таких знаменитостей: Адам Сэндлер, Брэд Питт, Дэвид Бекхэм, певица Пинк, Джо Джонас, Джон Ледженд, Криси Тейген, Риз Уизерспун. Тилман – медийный бульдог-скейтбордист, фотографии которого набирают миллионы просмотров. Увековечили имя бульдога и оружейники. Револьвер British Bulldog, выпускавшийся в Великобритании с 18
1878 года, а также М41 Walker Bulldog, легкий танк армии США, спроектированный в 1946-49 годах. Распространение породы в мире. Мало кто знает, что именно английский бульдог стал прародителем целого семейства собак, многие из которых сегодня популярны во всем мире. В 1848-1860 годах в Англии произошел экономический кризис. Поток безработных, в основном ткачей, в поисках лучшей жизни хлынул через Ла-Манш, на север Франции и в Бельгию. С собой они везли бульдогов для развлечения и охраны имущества и как частичку родной Англии. Для удобства в странствиях английские рабочие выбирали себе компаньоны мелких бульдогов. Кроме того, их владельцы, вероятно, скрещивали привезенных собак с терьерами и мопсами. И вскоре в парижских предместьях зародилась новая порода – французский бульдог. В Америке от английского бульдога пошли американский бульдог и восстановленная версия – староанглийский бульдог. От английского бульдога происходят и такие мощные и известные породы, как немецкий боксер, английский бульмастиф и бультерьер. Именно скрещивание с другими собаками сделали их такими разными по характеру и назначению. Дальше цепочка продолжается. Английский стаффордширский бультерьер, американский були, питбультерьер и американский стаффордширский терьер – все они берут свои корни от английского бульдога, смешанного с терьерами. Не стоит забывать и об бостон-терьере, еще одном городском родственнике, в котором кровь бульдога играет ключевую роль. Но развитие породы не остановилось на классике. Уже в наше время были выведены новые вариации. Швейцарский континентальный бульдог, созданный как более здоровая и спортивная версия. Бразильские кампейро и сирано-бульдоги, приспособленные к местным условиям. Австралийский бульдог, выведенный под жаркий климат и активный образ жизни. И, конечно, Кадебо с Балеарских островов, где английский бульдог оставил заметный след в формировании этой мощной собаки. Таким образом, английский бульдог стал настоящим прародителем целой плеяды пород, от маленьких и декоративных до крупных и рабочих. Его влияние на кинологию огромно, и без него современный мир собак выглядел бы совсем иначе. Его путь длился столетия, а влияние ощущается и сегодня. Медлительный, но величественный, суровый, но добрый, решительный, но преданный. Английский бульдог — символ характера, который невозможно не заметить и не полюбить. Наш канал в первую очередь о человечности и доброте. Если встретите животное в беде, помогайте. Добро обязательно вернется к вам. Если вам понравилось это видео, если вы хотите узнавать еще больше необычных фактов и удивительных историй, подписывайтесь на канал Heart Inside You, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. О какой породе собак вы бы хотели увидеть следующее видео? Напишите в комментарии «Спасибо, что были с нами». До новых встреч!